Как приятно иметь в своем саду не только красиво цветущие культуры, но и те, чья красота способна очаровать своим восхитительным ароматом. Растения, о которых я сегодня хочу рассказать, скорее всего, немногим известны. Они отличаются эффектным цветением и изысканным запахом. Если вы хотите наслаждаться не только видом цветов, но и их ароматом, посадите в своем саду каликант цветущий. Это замечательное растение поражает не только своей красотой и неприхотливостью. Этот вид каликанта источает восхитительный аромат, которым он, можно сказать, укутан с головы до ног. Приятным запахом обладают его цветы, кора, древесина, особенно в высушенном виде, и листва. У этого декоративного вида приятно пахнут даже корни. Стоит также отметить, что этот каликант наиболее зимостойкий и для выращивания в садах средней полосы подходит больше других. Каликант цветущий по-другому еще называют чашецветник. А вот другие виды, как, например, каликант плодовитый и каликант китайский, такими качествами не располагают. Их цветы не пахнут. Каликанты представляют из себя красивые раскидистые кустарники, которые могут достигать высоту от 1,5 до 3 метров. Их прелесть в эффектном цветении, которое длится все лето. Цветет каликант не только красиво, но и долго. Уже в начале июня на побегах раскрываются изящные с бархатистыми лепестками цветы, которые радуют своим видом и запахом вплоть до осени. Цветы составляют в диаметре около 5 сантиметров и чем-то напоминают магнолии. В зависимости от вида и сорта они могут быть красными, бордовыми, розовыми или белыми. Аромат каликанта цветущего во время цветения порой завораживает. В нем чувствуются нотки клубники, ананаса, зеленого яблока, гвоздики и корицы одновременно. Интересно, что в жаркий период его запах только усиливается и слышен даже на очень большом расстоянии. В эту пору благоуханный шлейф от цветов ощущается за много метров от самого куста. Саженцы каликанта лучше выбирать в период цветения, так как интенсивность цветочного аромата и разные оттенки его запаха могут широко варьироваться. Друзья, если вы уже знакомы с этим кустарником, поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Я буду всем благодарна за ваши советы, лайки и комментарии. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Листья каликанта цветущего имеют привлекательный глянец и составляют в длину около 6 сантиметров. Если их растереть, то вы также почувствуете приятный аромат. Каликант цветущий широко используют в парфюмерии. На его основе в Италии даже была разработана линия парфюма под торговой маркой Каликантус. После цветения на ветках завязываются коричневые плоды величиной около 7 сантиметров. Особой декоративностью они не обладают, но извлеченные из них семена можно с успехом использовать для размножения, что очень выгодно. Ведь каликант с каждым годом приобретает огромную популярность среди садоводов, а его семена имеют хорошую всхожесть. Хотя этот кустарник проще и быстрее размножить черенкованием. Еще один способ быстро получить молодые растения – воспользоваться методом боковых отводок и обычным делением куста. Сейчас в продаже можно найти разные эффектные сорта каликанта. Например, сорт Purpureas отличается обильным цветением и фиолетово-бронзовой листвой, которая к осени приобретает оранжевые оттенки. А вот каликант Ascens зацветает уже в мае бело-желтыми цветами, источающими аромат тропических фруктов. Особой красотой обладают белые с бордовой сердцевиной цветы гибрида каликанта китайского и цветущего под названием Венус. Кроме своего божественного благоухания и красоты, это растение является достаточно выносливым и неприхотливым в уходе. Его даже не потребуется обрабатывать от вредителей, так как сильный запах уже сам по себе их отпугивает. Каликант отлично переносит перепады температур и временную засуху. Хорошо растет в полутени, но не выносит частого переувлажнения почвы. При посадке саженца на дно посадочной ямы надо уложить слой дренажа. Для поддержания аккуратного вида кроны сразу после цветения кусты подрезают. В разных источниках о зимостойкости каликанта цветущего пишут по-разному.
Считается, что этот кустарник способен выносить морозы до минус 25-32 градусов. Но в более холодных регионах, особенно молодые саженцы, необходимо укрывать плотным спанбондом. Второе растение, о котором я хочу рассказать, можно смело назвать мечтой коллекционеров редких культур. Еще не так давно большинство садоводов в лучшем случае имели возможность его видеть только на картинках и фото. Однако сейчас, в век интернета, при желании его могут приобрести даже обычные любители декоративных растений. Называется эта садовая редкость Эджвортия золотисто-цветковая. Это листопадный кустарник или невысокое раскидистое деревце до 1,5–2 метра высотой. Ранней весной на концах его изящных побегов распускаются очаровательные на вид со сладким ароматом соцветия. Ветви эджвортии настолько гибкие, что их без повреждения можно легко заплетать в косичку. Цветение этого первоцвета начинается раньше других. Порой необычные шаровидные соцветия эджвортии можно видеть под снегом. В эту пору их приятный аромат разносится на дальние расстояния. Сейчас в продаже можно найти эджвортию грандифлора и сорт красный дракон, который ценится особой декоративностью. Это куст высотой до 2 метров, с красивой раскидистой кроной, состоящей из гибких ветвей, на концах которых расположены удлиненные плотные листья до 15 см длиной. Пышные яркие соцветия распускаются самой ранней весной и наполняют сад восхитительным ароматом. Саженцы лучше высаживать в укромных, но светлых уголках сада, защищенных со всех сторон от холодных ветров. Эджвортия будет неплохо себя чувствовать и в полутенистых местах. Почвы ей подойдут суглинистые и влажные, но с дренажом. Приствольный круг вокруг растения лучше замульчировать. В особой обрезке эджвортия золотисто-цветковая не нуждается. В основном удаляют лишь подмерзшие и поврежденные, а также сухие побеги. Это растение будет шикарно выглядеть в любой садовой композиции. Раскидистая крона эджвортии с ее симпатичной листвой и гибкими ветвями будет идеально смотреться как солитер. Но в период цветения такая редкая красота очарует своим видом и ароматом всех ваших гостей и даже соседей, так как приятный запах цветов распространяется на расстоянии. Для садоводов средней полосы кусты с осени необходимо высоко мульчировать и укрывать, так как эджвортия способна выдерживать морозы до минус 19 градусов. В более северных регионах эту культуру проще выращивать в контейнере, в оранжерее или в зимнем саду. Из минусов также стоит отметить довольно высокую стоимость саженцев. Хотя коллекционеров и любителей редких растений это не останавливает. Приобрести такие растения – это большая удача. Уверена, что эти декоративные культуры не только украсят ваш сад, но и наполнят его восхитительным ароматом. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.